Сэмми и Тэмин встретились в старших классах школы. Они полюбили друг друга сразу, как только сели рядом на уроке биологии. Внешне они очень не подходили друг к другу, потому что Тэмин был из очень богатой, традиционной корейской семьи, а Сэмми росла без родителей со старшим братом в сельской местности. Но это им не помешало создать крепкие отношения и сблизиться максимально, и стать не только любимыми людьми, но и хорошими друзьями. Встречаться они начали очень быстро, так как их чувства были взаимны, и они очень быстро признались друг другу. Но родители Тэмина были абсолютно недовольны сложившейся ситуацией, потому что у них на своего сына были совершенно другие планы. Но молодые люди не обращали на эти мелочи внимания. Но так как отношения развивались очень быстро и бурно, случилась приятная неожиданность, но приятной она была только для молодых людей, и Сэмми забеременела. Тэмин был в восторге, Сэмми немного сомневалась, но Тэмин предложил ей обвенчаться, что они тайно сделали, и только после этого сообщили родителям Тэмина. Родители Тэмина были в ярости. Они считали, что их сын достоин гораздо большего, и в принципе он должен был выйти за корейскую девушку, которую бы выбрали родители, а также он должен был отучиться на врача и остаться жить со своими родителями, ухаживать за ними и перенять впоследствии семейный бизнес. Но Тэмин был непреклонен, и поэтому они поставили ему ультиматум: либо родители, либо эта барышня, которой он считает своей любовью всей своей жизни. И, собственно говоря, молодые люди удалились, обрубив все концы и лишившись финансовой поддержки полностью. Брат Сэмми был тоже достаточно недоволен этой ситуацией, но принял свою сестру, так как они росли без родителей, и он обещал поддерживать свою младшую сестренку и впустил их в свой дом, где он жил со своей супругой. Этот дом они купили недавно, он был совершенно крошечный, места не хватало, но он считал, что так положено, и, возможно, Сэмми и Тэмин скоро как-то окрепнут и смогут от них съехать. Через отведенное время рождается прекрасная девочка Пайпер, которая всем очень нравится, она очень миленькая, замечательная девочка, но в скорости Сэмми узнает, что снова беременна. Это случилось уже неожиданно вообще для всех, и Сэмми, и Тэмин тоже немного в шоке от происходящего, но избавляться от ребенка они уже не хотят. И в этот момент, конечно же, брат Сэмми совсем слетает с катушек, он кричит, он ругается, он считает, что раз вы уже такие взрослые, раз позволили себе завести двоих детей, точнее, собираетесь завести двоих детей, то и играйте дальше во взрослых, вам здесь не место, точнее, у нас просто нету так много места для того, чтобы вас всех расположить, и выгоняет их из дома, но к чести брата сказать, он отдал им квартиру бабушки и дедушки, которых уже давно нету, а квартира была достаточно давно закрыта, с ней ничего не делали, там все как было, так и осталось. Соответственно, Сэмми и Тэмин начинают новую жизнь в старой бабушкиной квартире, без денег, без перспектив, но с большими желаниями, амбициями и с двумя детьми. Всем привет! Я безгранично рада вас приветствовать в новом челлендже «Семья на мели». Ну или «Молодая семья на мели», который я придумала полностью сама. Я буду постепенно вас погружать в этот челлендж. Сейчас я расскажу основные правила данного челленджа, и мы осмотрим базовую квартиру, в которой начнут жить наши жители. Из предыстории вы узнали, что у нас два главных героя — это Сэмми и Тэмин, которые встретились в старшей школе, полюбили друг друга. Плодом их любви стала их дочь, которая родилась достаточно скоро после школы. А также наша Сэмми снова беременна. Из-за этого, родители их выгнали, сказали: раз вы такие взрослые, то и живите по взрослым правилам. Живите сами, и отправили их в единственную свободную квартиру, которая там осталась после бабушек-дедушек, в которую они, собственно говоря, съехали. Сейчас я покажу квартиру, а потом мы займемся правилами. Так. Отключаем. Заходим. На самом деле, эта квартира — это просто моя гордость. Я считаю, она идеальна. Она прекрасна в своей отвратительности. То есть тут витают вот эти вот пылинки. Я как раз жила здесь с персонажами, не убиралась специально. В общем, я очень довольна этой квартирой. Как видите, здесь все достаточно плохо. То есть здесь давно никто не жил, здесь грязь, пыль, в общем, все раскидано, паутина. Здесь у нас, кстати, на этом участке, таракашечки. Здесь у нас где-то еще
Вот, дырочка для мышки. В общем, у нас так приличненько того, что у нас есть. Так, это у нас master bedroom, ну, типа основная. Вот у нас тут уже ребенок наш лежит, Пайпер, но ее нельзя взять на руки, поэтому она тут появилась в колыбельке сразу. Ну, вот как-то так. Ну, в общем, вот их спальня основная. Она тоже, видите, вся в паутинке, вся такая красивенькая, ужасная кровать, ужасный ковер, все ужасное. Зато у них есть балкон. На балконе у нас веревочка висит, как такой классический балкон, и куча у нас горшочечков, в которые мы будем сажать наши растения. И есть, конечно же, еще одна спальня. Возможно, кстати, впоследствии у нас в эту спальню съедут наши родители молодые, а в той большой спальне будут дети. Может быть, даже разделим эти комнаты. Ну, в общем, пока я не знаю, как это все будет происходить, потому что я пока немножко в таком счастливом ужасе от всего того, что нам нужно будет сейчас сделать. Ну, я вам сейчас еще правила расскажу, и вы вообще ужаснетесь. Так, я запуталась. В общем, это ванная. Вот, как видите, тоже красивенькая, такая с разводиками. Прям шикардосик, шикардосик, я считаю. Так, возвращаемся к нашим персонажам. Так. Они вообще все в восторге. А у них еще пока, в общем, гормоны играют, и у них вообще все пока что хорошо. Итак, относительно правил проживания в этой квартире, в бабушкиной квартире. Во-первых, у них шумные соседи. Это то, что нельзя убрать. Соответственно, после 10-11 ночи, каждую ночь, скорее всего, у них будет тусня. Так, пыль, грязь у нас уже есть, мы должны ее просто поубирать. Мыши, тараканы, проводка будут постоянно, то есть это тоже свойство участка. Наши товарищи будут с этим как-то жить. Нет стиралки, впоследствии, возможно, мы ее купим, пока что у нас там только таз и веревка. Пустой холодильник – это тоже свойство участка, то есть они могут готовить только из того, что у них есть. Соответственно, у них есть вот эти горшочки, в которых они впоследствии вырастят себе еду, иначе как? Иначе никак. Паутина и дырки на стенах, скорее всего, мы их будем убирать только когда они смогут сделать какой-никакой ремонт. Короче, когда они будут переклеивать обои, тогда они заделают дырки и поубирают паутину. Но, возможно, паутину все-таки немножко раньше мы поубираем, когда мы допылесосим. И самое главное условие проживания в квартире, что предметы, которые находятся в квартире, нельзя продавать. Они просто уходят в багаж. Это чтобы не читерить, чтобы не накручивать на этом деньги, мы это все не продаем, а собираем. Так, состав семьи это у нас понятно. Папа, мама, которые сейчас перед вами, и младенец, и на подходе еще один младенец. Относительно обязанностей наших персонажей, что они должны делать по челленджу? Во-первых, проживать в данной квартире, то есть переехать они смогут очень-очень не скоро, то есть они прям должны вкусить жизни в этой квартире. Через сколько они переедут, я не знаю, скорее всего, когда накопят, накопят они не скоро. Дальше. Обязательным условием является то, что они обязаны учиться в университете. Именно обязаны. То есть они уже подали оба заявки. Сегодня-завтра придет уведомление о том, что они зачислены, скорее всего, на почту, потому что ноутбука у них нету. Нам надо его будет купить. Дальше. Они не могут временно устраиваться на работу, то есть пока они учатся, на работу они ходить не могут. Но они могут ходить на подработки, они могут устраиваться вот этим временным работником, там, знаете, частичная занятость, какие-то ночные смены, в общем, как-то вот так, но не официальную работу. То есть они должны вначале закончить университет, а потом только устраиваться на работу. Еще одним условием является то, что они должны по минимуму отдавать детей в сад. То есть без этого совсем, не получится. Я в этом уверена, к сожалению, это так. Все-таки в какой-то момент они схлестнутся так, что никого из них не будет дома. Но все-таки желательно, чтобы минимально дети находились в саду, максимально, чтобы они находились дома с одним из родителей, когда другой будет работать, либо будет на учебе. И последнее условие, что нельзя писать картины, нельзя писать книги. То есть это то, чем можно достаточно быстро заработать деньги. Я еще думаю по поводу продачи фруктов и овощей, но я думаю, что это будет очень не скоро, пока мы там что-то вырастим, учитывая то, что у нас пустой холодильник, нам нужно иметь что-то постоянно в холодильнике, но пока нет. В итоге у нас сейчас на данный момент есть там 300 с чем-то симиллионов. Наши молодые родители должны убрать квартиру, для этого им нужно купить пылесос. Плюс они поступают в университет, значит, им нужно купить обязательно ноутбук, потому что там курсовые писать, еще что-то. В общем, обязательно он нужен все-таки. Вот. Через несколько дней, я так предполагаю, что надо будет купить кроватку малышу.
Ну, то есть я думаю, что они рокернутся, ну, в смысле того, что младший, точнее, старший вырастет, старшая вырастет, и появится еще один малыш, значит, старшему надо будет кроватку покупать, и это тоже нужны деньги на это все дело. Плюс сейчас пятница, а значит, в понедельник им нужно будет заплатить за коммуналку. И мы сейчас посмотрим, кстати, сколько. Итак, нам платить, ого, 727, 28, точнее, прилично. Ну, то есть, как вы понимаете, нам нужно за эти 3 дня заработать максимум денег, и пока непонятно как. Ну вот, скорее всего, подработки какие-то сейчас что-то будем смотреть, будем считать. Так, для начала давайте-ка наконец-то закроем. Мне нужно открыть дверь, потому что я ее заперла, чтобы они раньше времени не зашли в свои шикарные апартаменты. Давай, иди сюда, и ты иди сюда. Видите, какие они слишком кокетливые. Какие-то очень сильно. Так, торжественный момент. Они первый раз заходят в свою шикарную новую квартиру. О, свет включился, кстати. Надо его сделать более автоматическим, потому что мы разоримся на этих счетах. Начинаем мы, наверное, с того, что Тымин поедет или пойдет у нас на подработку. У нас 344. Нам сейчас нужно купить пылесос. Он, по-моему, меньше 300. Но все-таки нам нужно... Где-то там была такая... Так. Зарегистрироваться в мини... Нет. О, проверить статус заявления. Какого заявления? Наверное, по поводу... Ну, давайте проверим. Я думала, только с ноутбука можно проверять. Вот, найти подработку. Вот. А мамочка наша, Сэмми, во-первых, у нее все хорошо. Она как раз-таки будет сейчас пылесосить, наверное. Потому что тут пылесосить не перепылесосить. Если вы помните мой прошлый челлендж, который еще длится, выживание на ферме, я там 4 или 5 раз пылесосила, когда вот у нас примерно такой уровень был. Это был какой-то кошмар, то есть подряд пылесосила. Так, ну давайте она тоже тогда проверит статус своего... Ой, нет, не то. Статус своего заявления. Ой, нам надо еды какой-то купить, слушайте. У нас же пустой холодильник, а еще чуть-чуть они захотят покушать. Да, смотрите, как она напряглась. Что-то не то. Да, у нас грязь, пыль, и надо будет, значит, сейчас все это убирать. Что там не рассмотрено? Понятно, это все-таки у нас университетские дела наши. Так, я помню, что здесь кто-то ползал. И здесь точно. И здесь точно. Давайте уничтожить. Уничтожь это все, пожалуйста. Да. Почему-то мышки нету, есть только тень от мышки. Это очень странно. А вот... Так, тоже до сих пор не рассмотрено. Вот он, я нашла его. Давай, разрушай их. Если она сможет подойти вообще. Так, давайте посмотрим. Всего 127 миллионов? Серьезно? Так, упаковка в коробке. Начало как можно скорее, оплата в час. Навыков нету. Обаяние 3 уровень. Интересно, а у него есть обаяние? Хотите заработать на стороне, хотите работать в удобное для вас время, занимайтесь подработкой. Вы можете выбрать собственное расписание, познакомиться с местными жителями. Найдите подработку уже сегодня. А что это за звезды такие, интересно? Механика. А я что-то Ну, пакости у него точно. У них есть какие-то навыки. Я просто не помню, какие. И вот тут 23. Точно у Сэмми есть обаяние, но у него, мне кажется, нету. Ну, давайте... Мне кажется, есть у нее. Специалист по работе с воском. Требуется специалист по работе с воском. Давайте попробуем. Ой, я только не посмотрела, когда ему отправляться на эту подработку. Так, начало пятницы, 10 часов. Ну нормально. Слушайте, подождите, давайте посмотрим. У него 3. Упс. Упси. Ну, наверное, он ничего не успеет сейчас сделать. На самом деле. Ну, да ладно. Давайте Ты ничего не можешь улучшить? Ну ладно. А здесь не течет? Здесь обычно всегда течет. Ну, мы немножко опростоволосились. Ну, бывает, жизнь огорчение. А вот, по-моему, давай попробуешь ты. Твоя жена не будет этим заниматься. Так ты уничтожила, кстати, мышку? Нет, она ходит. Нет, она вот она. Ну, вы поняли. Ее тень и есть. Или это не тень? Да, вот она. А чё ты не уничтожила? Как так-то? Тут еще где-то, кстати, вонючечка наша будет. Так, ну что, и вы оба застыли, да? Никто из вас не идет этих уничтожать. А вы, наверное, сказали, что там надо эти еще коробки.
Можно поискать снежные шары. Ну, поищи сначала снежный шар, а потом занимайся. А что у нас? Такое ощущение, что вода где-то течет, нет? Мне кажется. Ничего ты не можешь делать. Надо, короче, поубирать немножко коробки и вот отодвинуть здесь. Наверное, как-то... Ну, сейчас он уйдет, и мы немного почистим здесь. Ну, хотя бы минимально. То есть купим пылесос и заодно... О, отлично, ты идешь на подработку. Сейчас он тогда уйдет, мы займемся уборочкой. Я просто никогда не ходила на подработку, честно признаюсь, как-то мои персонажи этим никогда не занимались. И мне прям интересно, а сколько он там будет находиться. Так, и что? И сколько он там будет, до скольки? Непонятно. Ладно, мы тогда будем убираться. Я смотрю, у нас, в принципе, становится чище, чем у нас было. Я так поубирала немножко. О, вот здесь забыла паутинку. Я, в общем, поубирала паутинку в основном по углам. Сверху я оставила, потому что это будет все-таки убираться, когда они будут переклеивать обои. А вот у нас вонючка появилась. Но начнем с того, что мы начнем пылесосить. Это самое главное пока что. Так, пылесосить вокруг, пожалуйте. Так, а я хотела посмотреть, у тебя навыки есть. У нее механика тоже есть, у нее есть воспитание, кулинария 4, неплохо. Научные исследования, дебаты, обаяние. Вот у нее обаяние есть, видите? Вот. Давай пылесось. Так, пока она пылесосит, в общем, надо еще присмотреть за малышкой. Она там что-то вроде нормальненько, да? У тебя все хорошо? Да, что там сама себя огукает, у нее все вроде хорошо. Это не может не радовать. Потому что сейчас еще не хватало, чтобы малая разоралась. Мы и так немножечко заняты слегонцушечки. Видите, надо на паузу поставить, иначе их не поймать. Я думаю, мы сейчас сможем к ним подойти. Хотелось бы, по крайней мере. А почему ты не можешь добраться до вашего почтового? А где он оставил? Эй, а где ты что оставил? Где он вообще? Не поняла. А что за посылку он нам оставил? И почему он не может добраться до почтового ящика? Взять почту. Ничего не доставлено. Странно. О, она очень у нас вдохновленная. Так а где он оставил-то нашу посылку? Какую посылку вообще? О чем идет речь? Я не могу понять. Так, ну у нее настроение получше стало. Ну, в смысле, оно и так было, но оно сейчас теперь такое рабочее. Она очень уверенная. Она самостоятельна. Но они, говорю, играют во взрослых. Такая вот маленькая молодая семья. То есть они только сами недавно были подростками. Сейчас вот они уже родители практически 2 детей. И они сами как-то пытаются с этим всем справиться. И, собственно говоря, родственники позволили им самостоятельно. Вот, она дошла. Отлично. Отлично. Молодец, девочка. Так, малышка спит, да? Ой, хорошо. Вот, у нее механика получше стала. Так, давайте ускоримся. Так, я надеюсь, она от них избавится. Все-таки не хочется этого арендодателя, если честно, вызывать, потому что он потом будет так долго тусить у них в квартире. Так, и что? А что, ты хочешь сама с собой поплакать? Что это? Давай пылесось. Видите, оно постепенно уходит. То есть чуть-чуть ушло, но не сильно. Вот эти вот большие пятна остались. И еще остались эти товарищи, пыльные кролики. Почему они уходят, интересно, туда? У них есть какое-то одно особенное место, в которое они уходят пылесосить. Так, а ты наш молодой человек. Ага, ты еще... А что ты? Что тебе не так? Все какое-то грязное. Да, мы над этим уже работаем, между прочим. Пока ты там тоже работаешь, мы тоже работаем. Мы хотим жить в нормальном доме. Может, квартирка и не казистенькая, но вот поддерживать чистоту здесь вполне возможно. Так, давай тогда иди еще вот эту вонючку тоже. Надо пытаться починить. Так, Саманта, нет, я не хочу с тобой общаться. Мы буквально недавно виделись, еще вчера. Что ты нам звонишь-то? Так, ну что, сейчас станет чисто, нет? Ну, вряд ли. Скорее всего, придется еще 3-й раз пылесосить.
Это ж типа не мощный пылесос, самый дешевый. У нас, кстати, еще деньги остались. Нам надо продуктов купить, слушайте. Нам же надо заказать доставку. Я бы, наверное, доставку заказала вот эту сельскую. Там получше как-то с продуктами, потому что обычно там купить подарки, там яблоки какие-то, ну что-то такое. Слушайте, все, допылесосил, нет? Или, мне кажется, нет. Ну, утюжит, старается. Молодец какая. А, кстати, что у тебя по беременности? У тебя сейчас второй триместр только через 5 часов. Слушайте, такое ощущение, что еще пятно появилось, если честно. Так, ну, окей. Интересно, мы разбудим дочь или нет? Пылесосом. Нет, слушайте, не получилось у нее. Нет, не ушел этот дымочек. Нам надо как-то его уничтожить, потому что он нам будет вонять и так портить настроение. Подождите, надо его поймать. Неудача. Оказывается, что если нанести... Ага, результат 36. Вы серьезно? Так, я знаю, что ты... А, нет, ты в порядке. Слушайте, подождите. Нам надо еще что-то. Потому что это очень мало вообще. Очень-очень мало. Ой, ребенок. Так. Ага. Срок исполнения пятница. Пакости нет. Обаяния у нас нету. Вот, давайте, короче, самое простое что-то. Так. Ага. Малышку надо кормить, пожалуйста. Да. Поменять пеленки, покорчить рожицы, покачать. А, ты сначала пошла этим заниматься, да? Ага, как ты быстро прекратила, да? Не исправив никак ситуацию. Так, ой, тебе нужно поесть, и в туалет ты ходишь, а чтобы поесть, нам нужно что-то приготовить. И для этого нам нужно купить продуктов, а у нас осталось всего 207 миллионов. Угу. Так, что у нас там? Заказать доставку, по-моему, да? Так, нет, где ты? Найти подработку. Нет. О, навык повышен. Так, вот, заказать доставку. Продуктов. Служба еды в ЖИК. А чем она отличается, интересно? Блин, нет, это не то. Целых 27 миллионов нам за это дадут. Так, ладно, давайте начнем тогда с продуктов, которые в подарках. Потому что целых 20 миллионов платить нам сейчас пока слишком дорого. Мы можем обойтись на самом деле какими-то простыми. Вот у нас есть грибы, смотрите. Картошка есть, мы как раз посадим ее. Ой, я что-то как-то разогналась сильно. Так, картошка у нас есть. Плод граната нам дорого. Семена волшебных нет. Фрукты для новичков, цветы нет. Яблоко. Пару яблок можно мне, пожалуйста? И осенние растения. Что у нас сейчас? У нас весна. Нет, нам не надо. Вот, овощи для новичков. Отлично. Это то, что нам надо. Ой, мы сейчас все деньги потратим. Ну, ладно, кушать нам тоже что-то нужно. Так, занимайся тогда малышкой. А что у нас там произошло? Фестиваль специй? Нет. Ну что ж ты хочешь с нами-то? Нет, к нам в гости тоже пока нельзя, мы еще не поубирали окончательно. Так, вроде с малышкой все хорошо, да? Да, побаюкали, покачали, все хорошо. У нас все наладится. Сейчас все будет хорошо. Так, иди в туалет, пожалуйста. Ты что-то опять подзависла. Так, и вот от этой штуки нам тоже нужно избавиться. Потому что это халепа. Пытаться починить, пожалуйста. Так, и пылесосить. Нам нужно еще пылесосить. Ну, как видите, начали... Вот, видите, такие темные пятна у нас начали проходить. Слушайте, тут автоматическое освещение. Вот видите, она переходит из комнаты в комнату, переключается. Хорошо, потому что это хоть немного экономит наши средства. Потому что, конечно, сейчас я как представляю, что в понедельник нужно $700 платить. А мы сейчас еще, скорее всего, поступим в университет. Это нужно будет за университет платить. И это немножечко меня... Ну, немножечко, но пугает. Марафон уборки продолжается. Но на самом деле, мне кажется, что еще нужно один разочек пропылесосить. Мы вот уже здесь помыли. Что-то не могу понять, почему Тэмин не возвращается с работы. То есть, видите, у него здесь вот это закончилось, его нужно возвращать или нет? Или как вообще это происходит? Начало в пятницу в 16:00. Нет навыков, и все. Подработка 1 звезда.
Непонятно. Ну, ждем его дома. О, у нас папаша пришел. 80. Ну, нормально. Так, давайте большой для вечеринки. Давайте грибной суп для вечеринки. Так, он у нас возвращается домой. Успех. Отлично. Дарал требовал слишком много. Положите сюда. Ну, так. Ждет. Ага. Ну окей, вроде он такой игривый, увидел жену за уборкой, такой, ну как-то все так. Слушайте, ну он не хочет спать. Ну все, он никак больше не... он может подрабатывать, стоп. Он может еще одно очень полезное дело сделать. Во-первых, да, ей нравится механика, сосед с дрелью. Открой комплект семян, пожалуйста. И мы можем посадить, например, картошку. Это очень полезная вещь. Так, заявление еще не прошло. Так, 2 картошки мы оставим. Грибы очень быстро плодятся. Я чувствую, они грибной суп будут есть до скончания веков. Так, и что? И яблоко. Одно вот тут на уголочек посадим. Это же будет дерево. О, ну сейчас замерзнет до смерти, да? Шикарно вообще, шикарно. Я считаю, если он сейчас погибнет, это будет вообще идеально. Что? Он умирает? Серьезно? 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 Он просто берет и умирает? Это серьезно? Это просто какой-то трындец. Доброго утречка. Это новый день, и Таминчик наш очень доволен собой, потому что он-то выспался, потому что Сэмми вообще не выспалась, так как малышка просыпалась, потом она не добежала до туалета, потом ей стало грустно, она захотела есть, в общем, она протусовалась на самом деле всю ночь, точнее, остатки ночи, которые я ей выделила поспать, но Тамин, в общем, более-менее хорош. Но на самом деле, не знаю, вставлю ли я этот кусочек, но я второй раз записываю этот момент, потому что точнее, этот день, так как в предыдущей записи Тэмин умер от холода. Взял и умер. Вы представляете? Это был такой ор у меня, потому что я только начала челлендж, и он такой, до свидания, я замерз. А сделал он это потому, что я отправила его преподавать йогу на улицу, а сейчас весна, еще холодно, и он замерз. Но мы сейчас поступим все-таки немного поумнее. Во-первых, я подниму стенки. Вот, мне так нравится эта квартира, я не знаю почему, но она такая классная. В ней что-то есть. Так вот, во-первых, малышка у нас вроде нормальная, да? Проверим. Вроде дымочка нету, хорошо. Я хотела, во-первых, проверить статус нашего заявления. Я думаю, что уже точно да. Так, а где оно вообще? Ой, где, в каком отделении у нас... Вот, проверить статус заявления. Давайте-ка проверим. Он у нас, в принципе, очень даже в хорошем настроении. Я думаю, что мы сейчас и отправимся. Куда у нас там? Где у нас тепло? У нас на Сулане, по-моему, тепло. Я думаю, там он точно не умрет от холода. И там точно есть куча людей, которые захотят, ура, позаниматься йогой. Так вот, нас зачислили. Давайте-ка мы выберем себе программу. Я поздравляю, Тамин. Смотрите, какой он радостный. И немножко страшно, как он выглядит. Так, давайте тогда поступать в университет. Да, ты молодец, ты поступил в университет. Малышка начала плакать, но мы сейчас быстренько, я думаю. Сэмми проснулась. Нас сейчас перекинут. Да, нас сейчас сюда. А на фоне будет... на фоне не будет плакать малыш. Так, за счет того, что Тамин у нас, точнее, его родители хотели, чтобы он поступал на врача, то он и готовился на врача, то есть все навыки, которые у него есть, они как бы вот для этого и предназначены. И я думаю, что он и пойдет по этой стези, потому что он много лет к этому готовился для того, чтобы стать врачом. Зачем он сейчас будет все разрушать? Тем более он сам пока не понимает вообще, чего он хочет. Хочет ли он на врача или не хочет. И у нас престижная программа биология. Она нам позволит стать ботаником, доктором, культуристом или океанологом. Собственно говоря, нам нужно доктором. И мы возьмем 2 предмета. Кстати, напоминаю о том, что у нас условия того, что мы не берем никаких стипендий, то есть мы не подавались ни на какие стипендии, потому что, это читерство, это как бы нечестно получается. Так, без факультативов у нас просто 2 предмета, потому что иначе они не вытянут эту всю историю. Мы остаемся дома.
Стипендия для одаренных? Мы никуда не подавались, нам все-таки вручили эту стипендию. Ну вот. Ну, ладно. По 240 симулеонов, минус 300. Окей. У нас нету этих денег, на самом деле. У нас сейчас вообще какие-то 95 миллионов у нас, поэтому у нас оплата по кредиту. 9 симулеонов мы переплатим. Окей. Итак, мы закончили это дело. А куда ты пошла? Расскажи мне, что это. Отлично. Это именно то, что нужно. Это то, что нужно. Ага. У нас тут как обычно. Мы же вчера всех вроде бы извели, но нет. Они пришли снова. Ну, это в этой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что у нас тут? Давай-ка занимайся стиркой. Ай, нет, не будет она заниматься стиркой, так я тебе все отменяю. Я пока отправляю тебя поменять пеленки, покормить из бутылочки и побаюкать. А ты, мадам, ты же у нас тоже подавала заявление, ты же у нас тоже будешь учиться в университете, несмотря на то, что ты у нас мать двоих детей. Ты все равно будешь учиться. Я думаю, они справятся. Это будет непросто. Я не говорю, что это будет как-то очень просто, но да, я знаю, таракашки. Ну ничего, привыкай. Это, конечно, антисанитария при маленьких детях. Это не очень хорошо. Да что ж такое. Так, ну что, она тоже поступила? Правда же, правда. И я нас поздравляю, она тоже поступила. Отлично. А что ты не радуешься-то как-то, Мин? Я не поняла. Он так радовался, он так глаза вылуплял. А ты так не делаешь. У тебя и так большие глаза. Вообще, конечно, смешная очень получилась с этими скулами, с глазами. Какая-то она очень странненькая, очаровательная. В этом что-то есть. Ну, немножко порадовалась, да. Кстати, напоминаю, что она у нас хочет стать академиком, ну, точнее, профессором. Поэтому она тоже идет в Фоксбери. И она выбирает себе психологию. Тоже престижная программа, с чем я ее поздравляю. Собственно говоря, для нее она тоже готовилась. Психология нам дает возможность потом работать алмазным агентом, я вообще не знаю, что это такое, детективом, профессором и спецагентом. Вот, собственно говоря, профессором мы и будем. Мы выбираем тоже 2 предмета без факультативов. Дальше мы остаемся дома. А почему она не может, кстати? Беременные персонажи не могут жить в студенческом, ну, точнее, в общежитии. Вот так вот, дискриминация беременных. О, она тоже получила стипендию. Целых 500, слушайте, он 300 получал, она 500. А что это такое? Она круче его, оказывается. Это интересно, окей. Ну, у нас не получилось жесткого этого. Так, у нее же еще и цель выполнилась. Это прекрасно. Посетить лекции приглашенного преподавателя. Что это вообще? Закончить курс с 5? Ох, я боюсь, барышня, это будет. А почему у тебя сразу... Она же только встала. Она уже как бы не алё. Ну иди спи. Так, ты угомонил, малышка? О, все, она спит. Какой хороший опытный папаша, оказывается, у нас. Ну что ж, мы на Сулане, и мы на пути к славе. И вот эта барышня сама взяла и присоединилась к нам, и это не может не радовать. Давайте присоединять и других, потому что мы получаем 110 симулеонов за каждого, за каждого. Раньше мне это казалось какой-то мелочью, что этим нельзя заработать, но в данной ситуации это идеально. Надеюсь, у нас больше 2 человек будет. Он сейчас к нам присоединится, да. О, спасибо, чувак. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, кто-то еще появится. О, так, ловим мужчину или женщину. Кто это? Мужчина. Угу. Давайте-ка тебя тоже пригласим. Мы всех будем приглашать. Нам нужны деньги очень сильно. Желательно человек 7 нам пригласить, чтобы нам хватило оплатить счета. Вот, потому что нам еще нужно заниматься. Потому что я заметила, когда вы за выходные делаете большую часть домашних заданий, потом как-то попроще. И, кстати, нам нужно еще ноутбук бы, но тут презентация, сдать экзамен. А, нормально. О, он к нам присоединился. А здесь можно посмотреть? Так, провести презентацию, сдать курсовую работу. Блин, мне нужен ноутбук, а у нас нет ноутбука. И эта презентация делается очень долго. Стоп, женщина, подойди к нам. Идите. Ай. Позови ее просто хотя бы. Она должна присоединиться к нам. Обязана. Давайте ее. Где? Нет, не хочет она присоединяться к нам. Что же ты такой-то? К нам надо присоединяться. Обязательно. Она в туалет. Ну, сейчас она из туалета выйдет, и мы тогда ее позовем. Ну что ж,
Наш абсолютно недовольный Тэмин вернулся с работы. Он, кстати, заработал приличные деньги, я вам могу сказать. Как только у нас станет тепло, мы сможем преподавать йогу и здесь у нас в городе. Я думаю, у нас прям все пойдет на... Во-первых, нам дали чаевые, что не может не радовать. 24 миллиона. В нашем случае это гениально. Я думала, здесь будет сумма. Сумма у нас была где-то 350 симулёнов. Я считаю, это очень круто. Я не могу понять, почему за вот это время она не сходила в туалет. Я не понимаю. Но нам нужно продолжать зарабатывать деньги, потому что нам нужен ноутбук, и нам нужно оплатить счета. Для этого я, наверное, сейчас пошлю Тэмина на подработку. Он, конечно, очень печальный, но по-другому пока никак. А с вами я попрощаюсь до следующей серии, потому что я думаю, этого вполне достаточно для первой серии. Все очень недовольные, расстроенные, хотят в туалет, им нужны деньги, но все очень хорошо начинается. Мне кажется, вот этот пейзажик очень даже симпатичный, как мне кажется. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующей серии.